Пользователи-пенсионеры Windows XP явно помнят ту самую собачку, красующуюся в разделе поиска. Анимации, различные действия этого помощника ориентировались на дружелюбие к пользователю, показывая свои трюки во время поиска файлов на ПК по вашему запросу. Да и понятное дело, Windows XP ориентировалась на всех пользователей. На тех, кто уже давно работает за компьютером, и тех, кто только-только начинает. В старых версиях Office в качестве помощника присутствовала скрепка Clippy. Однако помощники, или же, как официально говорят, интерактивные анимированные персонажи, появились задолго до Windows XP и Microsoft Office 97. На эту тему я кратко выпускал шортс на канале, если кто-то заметил. Напоминаю для тех, кто не любит такой формат. Но где же они были еще? Как это все появилось и как это устроено? И главное, что с ними стало? В этом видео мы постараемся ответить на данные вопросы. Присаживайтесь поудобнее, берите что-нибудь к чаю и давайте начнем. А перед тем, как разбирать вышесказанные вопросы, надо узнать, кто они вообще такие и чем были знамениты. Свою наибольшую популярность они заслужили в Microsoft Office. Грубо говоря, они никаким образом не помогали пользователю. Мягко говоря, они были совершенно бесполезными. Искали информацию только по штатной офисной справке и не подстраивались под запрос пользователя. А во время работы с документом, их анимация при различных ситуациях, будь то проверка орфографии, печать или просто рандомные действия спустя время, могла банально отвлекать от работы и сбить с толку, ведь, ой, смотрите, как котик ноготочки свои царапает, ну это просто прекрасно. С одной стороны, в этом, как мне кажется, есть определенный скрытный посыл. Так скажем, не втыкай в одну точку при написании документа, а хоть как-то отдыхай да глаза разминай. С другой, присутствовал огромный процент людей, которым такое по каким-либо причинам это раздражало. Первое появление произошло далеко не с Microsoft Office 97, а куда более скромно и в другой форме. Все пошло из Microsoft Publisher, программы для создания разметки документов для их последующей печати, визитки, календари, профессиональные публикации и так далее. Для команды разработчиков этого ПО стояла задача сделать свою программу максимально понятной не только для профессиональных пользователей, но и для новичков. Например, открыв впервые Microsoft Publisher на Windows 3.1, вас сразу встретит приветственное окно, рассказывающее основные понятия и о том, как тут работать и с чего тебе, новенькому, можно начать. Такой функционал получил название Wizard, или же по документации Microsoft Мастер, а в простом переводе как волшебник. К слову, сам паблишер для 3.1 содержит несколько забавных моментов, такие как мастер создания бумажного самолетика. Я серьезно, тем более я всегда мечтал о бумажном самолетике с FM-радио в комплекте. Визардов тут было достаточно много, и все они помогали неопытному пользователю упростить использование программы. Вести его, так сказать, за ручку по цепочке шагов, интерактивно выстраивая процесс создания твоей будущей красивой публикации, брошюры или какого-нибудь буклета. Такой механизм помощи юзеру впоследствии заимел отличный успех, который был отдельно замечен руководством компании. Концепция мастеров-неломастеров позднее появится в других продуктах Office. Чуть позже это окажется уже в самой Windows, а годы спустя такое будет иметь macOS в виде ассистентов и оболочки рабочего стола для Linux-дистрибутивов. Благодаря этому участники команды разработчиков Publisher подали руководству амбициозную по их меркам идею. Нужно создать для пользователей максимально интуитивный, полностью имитирующий объекты реального мира интерфейс, который будет дополнен продвинутым виртуальным помощником. Учитывая интерфейс Windows 3.1, частые звонки в техническую поддержку Microsoft по различным поводам, косвенно задевающими интерфейс, руководство пользователей Windows 3.1 на 650 страниц, где, например, настройка и установка принтера из них занимает страниц 15. Этот шаг оказался очень неплохой попыткой. Так и появился проект с названием Утопия, ставший позже программой Microsoft Bob. Я кратко рассказывал об этой программе в одной из серий видео про кастомизацию системы. Рассказывал по касательной, но здесь скажу чуть подробнее. Microsoft Bob продвигали как будущее графических интерфейсов операционных систем и их новый стандарт. 30 марта 1995 года это будущее выходит в продажу. Только вот есть нюансы. Во-первых, вот это будущее отпугнуло большинство людей по системным требованиям уже на самом старте продаж.
Во-вторых, программа позиционировалась как максимально интуитивный и реалистичный интерфейс, но на деле при запуске сразу встречала кучу вопросов, объяснений и своего рода детский дизайн. Как итог, Microsoft Bob ожидал громкий провал, и за все время его существования было распродано всего лишь 58 тысяч копий. Это не идет ни в какое сравнение с миллионами чистых продаж Windows 3.1. К слову, в Microsoft Bob и появились так называемые помощники в привычной нами концепции. Bob, к сожалению, был большой ошибкой, а вот подписка на канал будет вам огромным успехом. Таким образом, вы поддержите меня как автора. Также не забывайте включать оповещения, не пропускайте новый интересный контент, ведь вместе всегда интереснее. А мы продолжаем. После Microsoft Bob компания некоторое время не экспериментировала в направлении помощников, ограничиваясь лишь добавлением различных мастеров в свои продукты с целью упрощения настройки или создания чего-либо. Установка оборудования, установка принтера, создание ярлыка, настройка Microsoft Exchange и так далее. С выходом Office 97 компания снова начала испытывать судьбу. Появился Clippy и множество других анимированных ассистентов. Техническая составляющая от провального продукта никак не изменилась. Каждый ассистент хранился в формате .akt и работал на движке Microsoft Bob Actor. Та самая скрепка официально называлась как Clippit, но так получилось, что многие дали ему имя Clippy. В русской версии это вообще скрепка. Кроме этого доступны еще 8 помощников. Колобок, Ученый, Летающая тарелка, Эмблема Офис, Планета Земля, Пес Барбос, Лоскуток и Писатель. Забавный факт. Стивен Синовский в 2005 году в своей заметке, посвященной работе в Microsoft, рассказал о том, что во время разработки Office 97 эти ассистенты носили кодовое название TFC, где, цитата, «C» означает «клоун». А что означает TF, об этом он не сообщил, хоть и носители английского языка сразу же догадаются. В 2000 году помощники были улучшены. Во-первых, теперь они основаны на Microsoft Agent с форматом .aks. Не являются для юзера отдельным окном, а обычным наслоением, хотя технически остались окном. Во-вторых, несколько ассистентов было перерисовано с нуля. В-третьих, добавились новые — F1, Мурка и Бобик. Интересный факт. Не опять основа. Ранний Office содержал в себе различные эксклюзивные ассистенты. В японской версии программы можно было встретить качественно анимированное Саека Сенсей и Дельфина Кайру, а в Mac-версии пакета Office 98 помощника Макса в виде компьютера Macintosh. В 2001 году с выходом Office XP компания постепенно отказывается от помощников. Теперь они отключены по умолчанию, но никто не мешал включить это самому в настройках. В тот же момент Microsoft запустила сайт officeclippy.com, посвященный скрепышу, где можно было узнать о его так называемом увольнении и проголосовать за его дальнейшую судьбу. Окончательное и бесповоротное удаление этого функционала произошло с выходом Office 2007. Не офисом единым, на очереди Windows XP. Первая Windows NT, ориентированная на домашних пользователей. Я не буду говорить конкретные изменения, так как это уже повторение, большинство зрителей уже в курсе и не особо интересно. Перейдем к делу. Помощники встречают нас сразу после запуска первоначальной настройки. В этом случае помощником выступает знак вопроса, который с пич-баблами и гиперактивными перемещениями по экрану может пояснить шаги настройки системы и ответить на уже заготовленные вопросы. Вторая встреча произойдет в разделе поиска. Тот самый пес, думаю, в каком-либо представлении он не нуждается. Официально Microsoft называет их как помощники по поиску. Здесь присутствует Тузик, Мак, Марина и Сансаныч. Вот она, фантастическая четверка по поиску папок с домашним заданием. Их файлы хранятся следующим образом. Мак по этому пути, а оранжевая отсылка на Microsoft Bob и все остальные вот здесь. Интересный факт. Мага можно увидеть задолго до XP. И у этого мага имя есть — Мерлин. Он присутствовал в первоначальной настройке OEM компьютеров на Windows Millennium и в бета-сборках Windows Whistler. Почему Microsoft не добавляла помощников Windows? После XP о них больше ничего не было слышно. Начиная с Windows Vista, поисковые друзья были убраны в угоду новой системе поиска, а Microsoft Agent стал работать с нюансами. За несколько месяцев до выхода Windows 7 в апреле 2009 года компания заявила о полном отказе от идеи Microsoft Agent и больше не предоставляет его SDK.
программа официально прекратила свое существование, да и смысла от нее уже особо не было. Такие ассистенты, кажется, полностью исчерпали себя. В период актуальности помощников, свободного распространения SDK и прочих инструментов, сторонние компании начали создавать своих ассистентов. Такой возможностью воспользовались Джо и Джей Бонзи, создав в 1999 году Bonzi Buddy. Изначально все было в виде зеленого попугая Пиди, официального персонажа от Microsoft. Чуть позднее Бонзи приобрел тот самый вид. Он взаимодействует с пользователем, когда они находятся в сети, предоставляя советы по покупкам, рассказывает шутки и имеет в себе множество функций. Первоначальная программа была бесплатной, но большинство фич в бесплатной версии были только демками, побуждающими людей платить за расширение функциональности. Но часто такие бесплатные программы содержали в себе огромный подвох. Такой ассистент имел малварское поведение и всячески вредил пользователю. Постоянно менял домашнюю страницу как спутник Mail.ru, собирал данные пользователей, отслеживал часто посещаемые вами веб-страницы и показывал рекламу. Много рекламы. За такие действия уже компания-разработчик в 2002 году получила множество судебных исков по поводу необоснованной интенсивности рекламы и сбора данных несовершеннолетних пользователей. В апреле 2007 года читатели журнала PC World разместили Bonzi Buddy на 6-е место в топ-20 самых раздражающих технических продуктов. Как это все работает? Начнем с формата. Как уже было сказано в видео, персонажи представляют собой AKS-файл. Существуют программы, позволяющие отредактировать персонажа или рассмотреть его с технической точки зрения. Как официальные в виде Microsoft Agent Character Editor, так и не очень под видом Mesh. Любой персонаж этой технологии содержит в себе звуки, заданное поведение и покадровую анимацию с альфа-каналом. Анимаций обычно достаточно много. Приветствие, прощание, ожидание, оповещение или иное персонализированное действие. Опираясь на официальную документацию, Microsoft Agent может использовать синтез речи, заставляя персонажа говорить, да и с ними возможно развлекаться через самый обычный Visual Basic Script. В начале 2010-х происходит бум виртуальных ассистентов. С выходом iPhone 4s Apple представляет Siri. Она взаимодействовала со многими приложениями, включая напоминания, погоду, акции, почту и так далее. Позже Siri обрела систему рекомендаций, возможность бронировать билеты и создавать маршруты. В 2012 году Samsung представляет S-Voice, который толком сейчас уже не работает, а Google в этом же году врывается со своим Google Now. Оно признано как изобретение 2012 года, кстати. Настал черед Microsoft. В 2014 году компания выпускает Cortana для Windows Phone 8.1. Чуть позднее она станет основным ассистентом Windows 10. Cortana поддерживает 8 языков, среди которых нет русского, но компания обещала его добавить, да не смогла. Бывает. С годами Google Now превращается в Google Ассистента. Siri остается Siri, происходит бум нейросетей, ChatGPT, Gemini, Яндекс.GPT, а Cortana чирканулась в конце 23 года, что неудивительно. Мир изменился. Интересно, а скрипка-то жива? Да, в виде темы в Microsoft Office и как смайл в Windows 11. Также это чудо навсегда опечаталось в мемах, клипах и прочих видах массовой культуры. Теперь настал момент подвести итоги всего душного повествования. Хотя, а что тут сказать? Появилась эта функция вполне себе необычно и, как мне кажется, является своего рода продолжением мастеров. Только вот мастера до сих пор могут использоваться, в то время как такие ассистенты давно ушли в историю. Не думаю, что эта функция имела долю использования, но вот ту самую собачку я запомнил надолго, и без этого я не могу визуально представить поиск в XP-шке. Ладно, это уже фанатизм какой-то. А что вы думаете об этом? Как вы считаете, был ли смысл в этих помощниках? Они несли пользу или это была пустая трата времени? Пишите свои мнения в комментариях. На этом пока что все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения. Не пропускайте новый интересный контент. Вместе интереснее. Огромное тебе спасибо за просмотр и всем, кто поддерживает канал любой своей суммой. До новых встреч, дорогие друзья!